Приветствую, мои дорогие друзья, с вами я, Why Not, и добро пожаловать на мой канал Why Not Records. Недавно передо мной встала задача выбрать и купить внешнюю звуковую карту, или, если хотите, аудиоинтерфейс, для записи голоса и электрогитары, и решить, какой продукт следует приобрести, оказалось не так просто. После чтения статей и сравнения характеристик я остановился на нескольких моделях и в итоге купил 3 устройства: Steinberg UR12, Steinberg UR22 и Behringer Euphoria UMC202 HD. Кроме того, знакомый одолжил мне еще одну модель Focusrite Scarlett 2i2. Поскольку UR12 и UR22 имеют почти одинаковую начинку, в данном ролике я решил сравнить 3 интерфейса: UR22, Euphoria UMC202 HD и Focusrite Scarlett 2i2. И чтобы не терять больше времени, перейдем сразу к делу. Наиболее важным для меня критерием является качество записи, а потому первым делом сравним уровень шума при отсутствующем сигнале. И сразу же встречаем первую неожиданность. UR22 от Steinberg довольно-таки заметно шумит, причем шум на входе может быть обнаружен даже при выкрученной на 0 ручке гейна. Что еще интереснее, если подключить микрофон и активировать режим прямого мониторинга, то звук с микрофона также передается на наушники даже при гейне на отметке в 0. Поуркав в интернете, я обнаружил, что являюсь не единственным человеком с такой проблемой на данной карте. Таким образом, UR22 я сразу мысленно выкинул из списка претендентов, а ее место заняла UR12, которая хоть и является младшей моделью, но данный тест проходит отлично. Также оговорюсь, что на данный момент UR22 заменена на UR22 MK2 в линейке продуктов. Не исключаю, что на новой версии данной проблемы нет, но проверить это возможности не имею. В одном из аналогичных роликов на YouTube я почерпнул интересную идею тестирования производительности звуковых карт. Для теста требуется на фиксированной задержке ввода-вывода проигрывать в секвенсоре трек, последовательно включая различные ресурсоемкие плагины постобработки, и следить за появлением артефактов. Этим мы сейчас и займемся. К сожалению, при тестировании модели от Focusrite я не записал, какая была выставлена задержка, а на руках ее у меня больше нет, так что данный тест проведем без нее. Третьим и последним тестом станет запись вокала. Ссылки на записанные отрывки я укажу под видео, чтобы у вас была возможность сравнить качество записи самостоятельно. When all is said and done and dead, does he love you the way that I do? Breathing in lightning, tonight's for fighting. I feel the hurt so physical. Think was a touch, my girl. Come around, let you feel the burn.
Think was a word, touch my girl. Come around, no more. Think was a word, touching my girl. Come around, let you feel the burn. Think was a word, touch my girl. Come around, no more. She spreads her love, she burns me up. I can't let go, I can't get out. I've said enough, enough by now. I can't let go, I can't get out. Wait till the day you finally see. I've been here waiting patiently, crossing my fingers and my teeth. You crying on my shoulder, begging please. Think was a first touch my girl. Come around, let you feel the burn. Think was a first touch my girl. Come around, no more. Think was a first touching my girl. Come around, let you feel the burn. Think was a first touch my girl. Come around, no more. She spreads her love, she burned me up. I can't let go, I can't get out. I've said enough, enough by now. I can't let go, I can't get out. При записи вокала сюрприз мне преподнесла звуковая от Behringer. Выяснилось, что при использовании карты одним приложением через ACIA драйвера другое приложение не может получить к ней доступ. Таким образом, я не смог просто включить минус в AIMP и записываться в то же время в SoundForge. Для воспроизведения минуса пришлось использовать другой интерфейс, а для работы прямого мониторинга я соединял выход Behringer на наушники с инструментальным входом второй звуковой джек кабелем и включал прямой мониторинг на обеих. Согласитесь, неприятная особенность. В итоге, с учетом всех минусов остальных претендентов, мой выбор остановился на Amnesia Haze. Прошу прощения, на Steinberg UR12. Ну а каков будет ваш выбор, решать только вам. Качественной музыки вам, добра и всего такого. Услышимся!